Всем привет, это Денис Вейдер, и со времен самого первого видео на канале, где я повторял рекламу Яндекс.Гоу, прошло уже почти 5 месяцев. Я закончил целых 8 больших проектов и получил море нового опыта в 3D. Наверное, из-за того, что прежде чем начать новое видео, я пересматривал рекламу Яндекс.Гоу миллион раз, YouTube подумал, что мне нужно показать что-то очень похожее. И в один прекрасный день я увидел этот ролик. Видео про повторение рекламы Яндекс.Гоу до сих пор одно из самых популярных на канале. Оно так понравилось зрителям, да и мне самому, что, я думаю, вы уже догадались, я решил повторить и это новое видео. Если в первый раз 24 часа для создания видео было вполне достаточно, в этот раз объем работы сильно увеличился. Весь ролик сделан в 3D без использования какой-либо 2D графики, как в прошлый раз, но в нем гораздо больше объектов и анимаций. Плашки, стрелки, наклейки, круги, машины, автобус и даже лапша. И это только малая часть того, что мне предстояло смоделить. В некоторых местах дизайнеры поработали с глубиной резкости и камерой, чтобы добавить еще больше разнообразия в видео. Вообще, делая этот проект, я не переставал ловить себя на мысли, что он выглядит как дипломная работа какого-то студента, который захотел показать все, чему он научился за время обучения. Думаю, что дизайнеры просто хотели сильно и с первого раза впечатлить заказчиков. Прямо сейчас я расскажу, как сделать настоящую рекламу Яндекс в 3D. А узнать, получилось ли у меня хоть что-то на этот раз, вы, как всегда, сможете ближе к концу видео. Совсем скоро я продолжу серию с роликами, которые уже появлялись на канале, и если вы здесь в первый раз, обязательно подпишитесь на Polyroad, чтобы ничего не пропустить. Я начал с того, что посмотрел ролик и примерно прикинул, как сделаю ту или иную его часть. На деле оказалось не все так же просто, как я думал. В этот раз я сразу добавил на сцену проекта оригинальное видео и стал собирать первую сцену. В ней уже привычные для Яндекса плашки с их фирменными цветами. Если присмотреться, в этом ролике почти у всех панелек аккуратные гладкие края. В блендере их можно сделать несколькими способами, но проще всего использовать модификатор Bevel. Добавляешь модификатор, настраиваешь количество сегментов, показатель Amount, и края как по магии становятся гладкими. Для отображения происходящего на сцене в блендере используются камеры. Если посмотреть на видео, можно представить, что каждая из сцен снималась на отдельную камеру в разных помещениях и со своим светом. Для каждой сцены, которая не связана с предыдущей, я создал свою камеру и переключался между ними с помощью привязки к маркерам. Это самый простой из известных мне способов смены камер. Освещению в этом видео уделено достаточно много внимания. Если вы всмотритесь, то увидите, что в каждой из сцен тени от объектов ложатся по-разному. Есть в блендере такая вещь, как HDRI карты. В проект можно добавить специальную фотографию, которая отобразится как окружение с реалистичным освещением. Такие карты используются в огромном количестве проектов, но в нашем случае этот вариант не подойдет. Даже если получится настроить HDRI для одной сцены, для следующей такая же карта уже не прокатит. Поэтому я решил использовать старые добрые источники света. У меня бы не получилось сделать так же, как в видео про создание города из третьих героев. Там я четко следовал очередности строений в игре. И в этот раз я пытался подобрать тактику, с которой создание ролика не затянулось бы на недели и месяцы. Главный элемент этой сцены — плашка геолокации. Во всяком случае, так я ее увидел. Пока это обычные геометрические фигуры, но дальше будет только интереснее. Прям представляю, как где-нибудь в офисе Яндекса сидят дизайнеры и пишут ТЗ. Шайба катится между прямоугольниками, а на фоне эти же прямоугольники как наклейки ложатся на поверхность. Пока я моделил следующие сцены, уже начал обдумывать, как буду делать эти наклейки. Они появляются в нескольких местах, поэтому придется придумать что-то не сильно запарное. Как сделать видео, чтобы оно было похоже на оригинал? Конечно же, повторить его покадрово. В блендере есть такая замечательная штука, как Graph Editor. В этом редакторе можно настраивать, так скажем, плавность и скорость анимации. Объекты в видео перемещаются по-разному. Например, какие-то стартуют медленно, а к концу анимации разгоняются, а другие, наоборот, быстро ускоряются в начале и снижают скорость в конце. Если коротко, то с помощью этих графиков можно добиться нужного ускорения и замедления. Фигуры разной формы и размеров складываются и превращаются в другие фигуры. В общем, в этом вся суть некоторых сцен. Вот я и добрался до наклеек. Первое, что пришло в голову, это создание скелета. Да, тут уже мало похоже на жизнь. И если со скелетом в человечках еще можно провести параллели, то здесь уже не все так вяжется. Но для деформации и анимации наклейки это вполне подойдет. Так я думал, пока не нашел несколько других способов, о которых расскажу чуть позже. А пока я доделал анимацию для этой сцены
сцены и побежал дальше. В этот раз шайба взмывает ввысь и продолжает свое движение уже в других локациях. Можно подумать, что для такой анимации строятся целые декорации, а камера просто перемещается между ними в нужный момент. 3D это почти как кино, и здесь так же, как и в кино, достаточно построить только видимую часть, но на бюджет это все равно никак не влияет. Для правильного ракурса можно поставить камеру под нужным углом, а можно повернуть всю сцену целиком. Если в жизни проще как раз повернуть камеру, то мне было легче выставить элементы сцены под нужным углом, а для камеры менять только фокусное расстояние и глубину резкости. Во всем видео достаточно много мелких деталей, и эти шайбы одни из них. Нужно очень внимательно смотреть оригинальный ролик и ничего не пропустить. Кстати, я все-таки кое-что пропустил. Напишите в комментариях, если заметили. Я какое-то время потратил на анимацию наклеек с использованием скелета, но все выглядело очень топорно, а в оригинальном видео плавно и красиво. Всегда говорю, что если чего-то не знаешь, не страшно это признать, ведь лучше спросить и показаться дураком, чем сделать неправильно и быть дураком. Поэтому я полез на YouTube в поисках анимации наклеек, и первое попавшееся видео оказалось тем, что нужно. С помощью кривой и модификатора с труднопроизносимым названием Shrink Wrap, который Google переводит как термоусадочная пленка, можно настроить ту самую плавную анимацию приклеивания элемента на поверхность. Мне кажется, у Яндекса уже сформировался свой узнаваемый стиль. Если вам покажут такую модельку, думаю, что вы сразу поймете, что она относится к желтой компании. Уже сейчас, спустя время, я понял, что моделить элементы для этого видео было проще, чем создавать анимацию и расставлять цвет. Но чем больше я занимаюсь трудными для себя вещами, тем проще становится их делать. Для каких-то моделек текст выглядит как обычная текстура, а для других анимирован вот таким интересным способом. Самый простой, на мой взгляд, вариант — анимировать появление каждой из букв по отдельности. Так я и сделал. Создал текст, конвертировал его в mesh и добавил включение и выключение видимости для всех букв. Мы с вами почти добрались до первой сцены с машинкой. Здесь уже знакомый по первому видео значок с геолокацией, хотя я называю так совсем разные значки в этом ролике. Несколько панелек с надписями и другие геометрические фигуры. Каждый раз, повторяя какое-нибудь видео, я пытаюсь понять, какие идеи были в голове у дизайнеров, и каждый раз не могу догадаться. Для сетки я использовал модификатор Wireframe. Еще какое-то время я потратил, чтобы добавить анимацию ко всем объектам на сцене. Если присмотреться, даже камера находится в небольшом движении и перемещается по направлению стрелки. Пришло время для модельки машины. Если в прошлый раз я сравнивал свою модель с машиной из фильма «Вспомнить все», в этот раз все вышло намного лучше. Я начал создавать геометрию машинки и сразу отзеркалил вторую половину. Не очень удобно делать модель авто по одному виду сверху, и хорошо, что точно такие же машины сняты с других ракурсов. В отличие от оригинала, у моей машины получилось чуть больше скругленных углов, но в целом мне понравилось, как она стала выглядеть в итоге. Мне даже пришла в голову совершенно безумная идея гонок, в которых бы участвовали такие машинки. Получилась бы отличная реклама доставки. Машинка продолжает ехать через безумный мир стрелок, панелей и геометрических фигур. Я достаточно быстро собрал эту сцену, но решил двигать камеру, а не всю сцену как обычно, и потратил на поиск нужного ракурса достаточно много времени. Когда я разобрался с ракурсом, добавил путь и пустил по нему авто. Машинки в видео набирают обороты, и в этой сцене их уже две. Я клонировал уже готовую модель и покрасил ее в другие цвета. Можно сказать, что я открыл завод по производству машин для Яндекса. Этот мост как бы вырастает из земли, а потом также пропадает. Нужно было подумать, как лучше сделать такую, на первый взгляд, несложную анимацию. Я создал цилиндр с логотипом пассажира и тройку конусов, которые будут уезжать за экран. Для машины на мосту я все так же добавил путь и отредактировал ее перемещение, чтобы модель не утопала в поверхности. Анимацию моста я создал с использованием ключевых кадров. Вы можете создать несколько ключевых кадров для объекта и анимировать не только его перемещение, поворот и размер, а еще и изменение геометрии. Если поменять геометрию моста для ключевого кадра, то с помощью ползунка его форма будет переходить от оригинальной до измененной. На некоторых панельках можно найти мелкий узор. Я создал его с помощью процедурной генерации, то есть набор шейдеров для текстуры, которые генерируют узор в векторном формате. Грубо говоря, при приближении такая текстура не ухудшится в качестве, в отличие
отличие от обычных текстур с использованием картинок. Этот элемент хорошенько подпортил мне нервы. Обычная наклейка, которую нужно повернуть вокруг своей оси. Я пытался использовать модификатор Simple Deform, меняя угол, точку привязки наклейки, тип деформирования и другие настройки. Добавлял два модификатора, чтобы изгибать модельку под разными углами, но ничего не помогало. В конце концов я настроил Simple Deform и с помощью ключевых кадров анимировал изменение геометрии, чтобы было похоже на оригинальную анимацию. Я мог бы уложиться в 24 часа, но немного не успел и чуть позже расскажу почему. В Blender можно даже создавать подобие физики и прописывать взаимодействие для разных деталек, но в моем видео все проще. Я создал две панельки с текстурами и плашку с рейтингом, а для падающей шайбы подогнал поворот и движение панелей так, если бы они реально реагировали на ее вес. Камера слегка теряет фокус, и прямо перед ней появляются несколько пухлых значков с сердцами и лайками. Для их создания было достаточно обвести контур и немного выдавить его. Иногда хочется добавить что-нибудь от себя, но это все-таки повторение неповторимого оригинала. Не думаю, что у кого-то есть список дел, которые нужно успеть за жизнь, один из пунктов которого называется «создать лапшу в 3D». Именно этим я и начал заниматься. Лапша лежит в стильной красной коробке с золотыми переливающимися волнами. Я хотел нарисовать текстуру в фотошопе, но подумал, что сделать это в самом блендере будет интереснее. Я создал нужные модельки и размножил их с помощью массива, а потом покрасил и сохранил как картинку. Добавил две металлические палочки и анимировал уже созданные раньше значки с лайками и сердцами, и пришло время макарон. Честно сказать, я стал настоящим гуру в создании 3D макарон. Если вы все еще сомневаетесь, что в интернете можно найти все что угодно, вы не гуглили создание лапши в блендере. Суть в том, чтобы создать кривую, потом размножить ее с помощью массива и добавить к ней симуляцию ткани. Для макарон больше всего почему-то подходит симуляция шелка. По сути, нам достаточно того, чтобы макароны упали на плоскость, которая уже настроена коллизия с другими объектами, и после этого применить модификатор. Лапша для рекламы готова. Большая панелька с машиной переворачивается и открывает нашему взору автобус. Если модель машины я уже создавал раньше, то автобус нужно было собирать с нуля. Круто, что в блендере есть привязка объектов друг к другу. С помощью нее достаточно переместить один объект, а привязанные переместятся вслед за этим объектом. Я добавил три плашки и анимацию для них и начал разбираться с автобусом. У меня никак не выходило правильно создать скругление для углов кузова. В конце концов я добавил модификатор Bevel, и все встало на свои места. Потом я вырезал места для колес и приделал модные крылья рядом с ними. В передней части я разместил фару размером во всю ширину корпуса, а сзади создал сетку для воздухозаборника, через который охлаждается двигатель. И конечно же не забыл про колеса, которые создал из обычных цилиндров. Так как на видео стекла автобуса слегка просвечивают, я решил добавить полный комплект сидений, чтобы разместить на них фигурки пассажиров. Кто-то стоит, другие сидят на местах, а этот парень в кепке залипает в смартфон. Все как в настоящей жизни. Мне осталось только разместить автобус с противоположной стороны от машины и привязать его к панельке. Еще одна плашка с появляющимися буквами готова, и я приблизился к завершению всего проекта. Для этих панелек я подобрал похожие фотографии еды и добавил их как текстуры. Здесь ничего сложного. С лапшой я уже разобрался, самое время создать яблоко. На самом деле это можно сделать за пару минут. Достаточно добавить сферу, сместить ее вершины, чтобы придать похожую на яблоко форму, добавить хвостик и натянуть бесплатную текстуру, скачанную из интернета. Я не засекал время, но, по-моему, на создание яблока ушло как раз 2 минуты, минуту из которых я потратил на поиск текстуры. Яблоко летит вверх, и когда останавливается, на него приклеивается наклейка. Честно сказать, тот способ, который я использовал для наклеек раньше, не подошел. Я не смог получить похожий эффект, поэтому анимировал приклеивание по кадрам. Ура, я добрался до самой последней сцены в видео. Здесь сразу много объектов, но главным является все та же шайба, которая перемещается по локациям на протяжении почти всего видео. Я создал несколько панелей и кнопок разных размеров и цветов. По сути, все эти панельки практически одной формы, но с разными закруглениями, поэтому просто скопировать и поменять их размер не получилось. Я добавил значки для кнопок, пару шайб и плашку с трамваем, которую пустил по созданному заранее пути. Некоторые инструменты типа того же следования по кривой сильно облегчают жизнь 3D моделерам. Мне
Мне оставалось только вовремя скрыть и показать элементы, подобрать нужные ракурсы для камеры, добавить финальные титры с логотипом, и моделирование всех сцен закончено. Как я говорил раньше, в проекте используется достаточно много источников света, которые я добавил для каждой сцены. Это монотонный процесс, который состоит в общем-то в том, чтобы угадать, где находится свет, и в большинстве случаев достаточно посмотреть на тень из видео. Я пропущу это не самое интересное действие и прямо сейчас покажу вам то, что у меня получилось в итоге. Я доделал свой очередной проект и хочу сказать, что это было интересно как никогда. Я провозился со светом чуть больше, чем хотел, и в общей сложности потратил на создание видео около 27 часов. Можно было написать, что я успел за сутки, но кому это нужно? Ведь главное, что мне нравится то, чем я занимаюсь и что я получаю от этого удовольствие. Надеюсь, и вам нравятся мои видео. Буду рад, если кого-то смогу ими вдохновить. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не потерять канал Poly Road в списке подписок. И до встречи! Скоро здесь будет что-то очень крутое.